Сила Рудиуса Грейрата из реинкарнации безработного до сих пор технически неизмерима. Дело в том, что не в зависимости от того, насколько он имба, в его мире существуют люди и посильнее, хотя называть их людьми довольно проблематично. Их называют там демонами. Даже добив свой потенциал почти до максимума и став сильнейшим магом в мире, он все равно проигрывает настоящим чудовищам. Ты уже в курсе, что РНБ закончилась. В нем Рудиус смог достигнуть лишь 7-го места среди сильнейших. Его прозвищами стали Бог Образования, Король Магии, Величайший Маг и другие. Но даже так, он не смог развить свой безбашенный потенциал до точки максимума. Каким бы он стал, если бы смог, насколько бы выросла его сила и в чем различие или успех Рудиуса по сравнению с другими в этой истории. В этом видео не будет спойлеров, поэтому сегодня мы разберем эти аспекты и разгоним потенциал редиски почти до бесконечности. С тобой Кора, бери чай с вкусняшками, устраивайся поудобнее и приятного просмотра. Короче, объяснять суть реинкарнации Редиса и пытаться обосновать его силу довольно сложно, как минимум потому, что этому уделили чуть ли не целые тома в РНБ. Давай я не буду объяснять, кто такой Лаплас, почему Рудиус на него врожденно похож, и каким образом у главного героя иммунитет к влиянию на его судьбу и прочее. Из-за фактора Лапласа Ру с рождения получил огромный запас маны. Это все, что тебе нужно знать, и в принципе в детали можно даже не вдаваться. А еще он мог самостоятельно увеличивать этот запас маны, что технически нарушает законы самого мира. Применяя заклинание на износ, его запас маны рос. Как выяснится позже, большинство обычных людей обладают фиксированным запасом маны, который дается при рождении. А поднять сам запас возможно только экипировкой или зельями, или ну и все в целом. Ну еще мана вроде бы и увеличивается немного по мере взросления, но это как-то технически не доказано, это чисто скорее мое такое наблюдение. Короче говоря, Рудиус имеет почти безграничный запас, и если смотреть на это со всех ракурсов, в мире нет никого, у кого маны больше, чем у него. Тут даже Бог бессилен, ведь его мана растет в геометрической прогрессии, но с небольшой задержкой. Например, шар воды стоит 300 монопула, чтобы создать 2 шара воды ему нужно 600 МП. В первый день использования магии он как раз смог создавать 2 шара. На следующий день число возросло до 4 и так далее. Мы разбирали водный шар с условными 300 МП. Но если за расчет взять призыв дождя, то он должен быть около условных 5000 МП. Рудиус может использовать это заклинание, и его потраченная мана вырастет на то же число. То есть если он использовал это заклятие всего лишь первый раз, то на следующий день общий запас его маны мог достигать 10 000 МП. Если бы он использовал 2 раза, оно бы выросло еще на 10 000, и таким образом на второй день уже будет 20 000 МП. Это простой числовой пример. Я полностью уверен, что финальное число запаса маны Руди в РНБ достигает огромных чисел. Вывод. Он может применять любое заклинание из доступных, ведь маны у него более чем достаточно. И при этом его мана увеличивается на то же количество затраченной маны, которую он использовал. Вообще в этом мире есть еще такая штука, как принадлежность к стихиям, но Рудиус клал такой большущий болт на этот фактор, что в итоге использует все типы магии, пусть немножко не в равной степени, ведь магию воды он знает немножко лучше, а потом он плюет и на степень вовсе, прокачивая все существующие типы, кроме магии воды до 1 уровня. Итак, вот вроде бы я похвалил силу и потенциал Рудиуса, но если ты читал РНБ, смотрел аниме, читал мангу, неважно, собственно, что ты делал, ты мог замечать, что ну как бы сильным он хоть и чувствуется, но неполноценно. В чем же дело, да? Мы выяснили, что Рудиус имеет бесконечный резервуар маны и способен кастануть любое заклинание, которое есть в этом мире. Также он может использовать их безмолвно, об этом говорилось еще в начале истории. Типа, зачем говорить заклинания, если я понимаю процесс? Почему при этом он занимает лишь 7-е место в списке сильнейших, если его потенциал, ну реально бесконечен? Есть ровно 2 проблемы. Первая весьма очевидна. Без разницы, сколько у него маны, если он не может использовать ее корректно, то она как бы бесполезна. Для применения магии нужны знания о ней,
Придумывать свои заклинания весьма нерационально, это может занять большое количество времени. Некоторые люди на это угрохали почти всю свою жизнь. Поэтому, ну, такое занятие. Найти же какие-либо записи о действительно мощных заклятиях или достойного учителя, чтобы он развивал их у тебя, это сложно. Большинство заклинаний высоких рангов хранятся в недоступных местах для обычных людей или вовсе являются реликвиями уровня королевства, которые не получишь никак. Понял? Никак. Из-за этого все, что остается редиски, это пытаться совершенствовать старые заклинания, чем он и занимался по факту долго. Очень долго. Вливая больше маны в существующее заклятие, оно просто становится быстрее, больше и сильнее. Но это не единственная проблема. Вторая проблема тоже лежит на поверхности, это его защита. Единственное, что может защитить Рудиуса, это броня. Однако без брони его очень легко победить. Есть такая штука, как токи. Это стиль боя, помогающий применять минимальное количество маны для нанесения смертельных ран. И вот незадача. Рудиус просто в нулину проигрывает этой технике, не завися от количества маны, которое у него есть. Единственное, в чем он может соревноваться, это в выносливости, ведь, как я говорил, маны у него мама не горюй. А еще Руди довольно слаб физически по сравнению с теми монстрами, которые в остальной семерке. И имеет всего лишь человеческий уровень, кто бы мог подумать. Однако всю магическую броню, так называемые токи, или же любой из семерки может пробить. Поэтому еще есть вариант типа усовершенствовать в будущем эту магическую броню, делать исследования и так далее, но это опять же время. Бедный Рудиус, полагаю. Но ведь он так и не развился до своего максимального потенциала, верно? Несмотря на то, что нынешним запасом заклинаний он спокойно может хотя бы доставить проблем любому из семерки, разница между ними как небо и земля. Каков был бы максимальный потенциал Рудиуса? Не сказать, что это далеко от его финальной части, однако главный герой может использовать масштабные заклинания на расстоянии примерно среднего города своего фэнтезийного мира. Это, мягко говоря, дофига. Мало кто сможет сопротивляться такому, разве что те, на кого не действует магия, или они просто имеют к ней высокий иммунитет, но не бесконечный. Однако Рудиус мог пойти дальше, чем он остановился. Допустим, что это максимальный размер для его заклинаний, именно используя всю его ману. И вспомним о том, что его-то мана-то она бесконечна и может пополняться в геометрической прогрессии. Как следствие, он мог бы использовать множество таких заклинаний на различной площади, тем самым повышая, собственно, свою магию и вызывая одновременно огромное количество таких заклятий. Тем самым с той же мощью покрыть гораздо большее плато. Конечно, до континентального ущерба в конце рана Б ему еще было далековато, и на то была небольшая причина. Для использования многих заклинаний подобной физики нужна не только практика, но и пространство. Не могу сказать, что у Рудиуса когда-либо была цель уничтожить континент или взорвать землю, но технически он мог. А для тренировки таких заклинаний ему нужна была, такая небольшая свободная зона размером примерно со средний город своего мира. Я, конечно, ничего не имею, но где он такую найдет, где он может там каждый день как Мегумен ходить и применять свое единственное сильное заклинание? Нет же такой зоны, правильно? Опять же, из-за фактора Лапласа Рудиус смог развить свой запас маны в сторону бесконечности, а после устроить настоящий Армагеддон или же конец света. Да, автор, конечно, продумал лимитеры в этом аниме, мое уважение. Просто дать мотивацию, и из Рудиуса получился бы настолько спусковой крючок, что даже антагонистом назвать его не успеешь, ибо он переплюнет их. Параллельно с этим Ридик мог бы создавать свои собственные заклинания, которые создавали бы больше урона, и возможно благодаря ним и заклинаниям антимагии смог бы доставать абсолютно любого из той же семерки. Конечный потенциал бесконечности, как бы это странно ни звучало, у Рудиуса это заклинание скорее всего масштаба планеты, ибо если он уничтожит свою планету, то он как бы и сам тоже попадет под действие своего заклинания. Однако чего-чего, а мотивации у главного героя на это нет и не будет, ведь он предпочел повседневную жизнь, нежели стать истинным королем мира.
В общем, надеюсь, вы поддержите новую рубрику. Если это видео наберет нужные мне просмотры и лайки, то я продолжу делать видео хотя бы по безработному. Если нет, это последнее видео, поэтому не серчайте, ребята, но я тоже человек. Если не набирает, как они набрали прошлые 2 видео, мне просто невыгодно это делать. В запланированных анонсах уже лежит 2 видео по этой рубрике про Римуру и Мидорию. Если вы хотите разобрать какой-нибудь бесконечный потенциал любого другого героя, комментарии открыты, я их читаю и уважаю. Ну еще я поспорил там с одним человеком, что если это видео нифига не наберет просмотры, я проиграю и выпущу видео по Re:Zero. Если я выиграю, вы читать так умеете, зачем я это рассказываю. Особую благодарность за поддержку я выражаю спонсорам, а тебе желаю всего самого наилучшего. С тобой был Кора. Еще услышимся. Пока-пока.